Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Сегодня я вам покажу, как самостоятельно сделать аппликацию на футболке. Для декора я выбрала героев мультсериала Рик и Морти. Для начала накладываю кальку на футболку и примерно намечаю, где будут располагаться наши друзья. Затем прорисовываю детали. Я срисовывала с картинок в интернете, но дело осложнялось тем, что мои ребята должны были прыгать на батуте. Почему на батуте, поясню позже. В результате у меня получилось то, что я хотела. Для каждого героя нужно сделать две копии. Я обвожу контур, используя копирку. Затем вырезаю по одному экземпляру Рика и Морти. Их я буду использовать для раскроя трикотажа, из которого будут состоять детали аппликации. Кстати, с руками Рика я погорячилась. Пальцы слишком мелкие детали, боюсь, аккуратно они не получатся и придется их перерисовывать. Прикладываю вырезанные части к футболке, чтобы уточнить масштаб и композицию. Трикотаж для волос Морти, кожи, глаз и обуви, футболки и штанишек. Для Рика волосы, кожа нездорового цвета, футболка, халат, брюки и ботинки. Дальше я отрезала достаточное количество материала из выбранных лоскутков и каждый проклеила тонким трикотажным дублерином стрейч. Какие-то кусочки материала – это обрезки от предыдущих проектов, а кое-что пришлось купить, сверяясь с цветом изображений Рика и Морти из интернета. Вырезаю каждую деталь рисунка, чтобы использовать ее в качестве выкройки, и начинаю с волос Морти. Накладываю вырезанный участок на трикотаж выбранного цвета, обвожу исчезающим текстильным карандашом и выкраиваю. Дальше обвожу лицо. При его раскрое нужно сделать прибавку 3-4 мм под волосы, чтобы детали были не в стык, а накладывались друг на друга. В данном случае деталь волос будет располагаться поверх припуска детали лица. Глаза. Я отметила правый и левый, хотя этого можно было и не делать, они почти одинаковые. Также обвожу каждый и вырезаю из материала. У футболки припуски по бокам под ручками и на горловине под голову. Руки Морти также накладываю на розовый трикотаж. Очень мелкие детали, поэтому обвожу особенно тщательно. При раскрое материала снова добавляю небольшие припуски под рукава футболки. Также обвожу и вырезаю штанишки. Рот. Вот для чего нужна вторая копия рисунка. На ней я располагаю все детали аппликации.
Точно так же поступаю с Риком. Все детали на законном месте. Аппликации я буду пришивать не к флизелину, как обычно, а к растворимому стабилизатору для вышивки. Он немного растягивается в поперечном направлении, поэтому я решила сделать два слоя. Один выкраиваю вдоль, другой поперек. Для фиксации припусков использую паутинку на бумаге. Приутюживаю к краю детали, под которой будет располагаться припуск, а лишнее отрезаю. Рисунок хорошо виден сквозь два слоя стабилизатора, поэтому ошибиться невозможно. Точно прикладываю голову, а на припуск сверху волосы с приклеенной по нижнему краю паутинкой и приутюживаю. Так склеиваю все детали. На изнанку готового Морти по всей поверхности приутюживаю паутинку. Отрезаю лишнее очень тщательно, иначе клей будет виден по бокам с лицевой стороны. Удаляю защитную бумагу, располагаю аппликацию на стабилизаторе и приклеиваю не очень горячим утюгом. То же самое со вторым героем. Дальше я прорисовываю все контуры, которые нужно вышить. Прокладываю мелкую 2-миллиметровую строчку близко к краю на стыках деталей. Потом пришиваю зигзагом, прихватывая срезы. Я не люблю пользоваться лапкой для вышивания в такой мелкой работе. Мне кажется, что с обычной лапкой я точнее контролирую процесс и получается аккуратнее. Вышиваю контуры рисунка, в данном случае века. Таким образом, я как бы обрисовываю зигзагом все детали. Для брови меняю черные нитки на нитки цвета прически. Это запасы мулине еще с советских времен. Для пряжки выбираю желтый цвет. Зрачки тоже вышиваю вручную. Монобровь у Рика в мультике обведена черным контуром, и я прокладываю строчку толстыми черными нитками. Осталось вырезать аппликацию не очень близко к зигзагу, чтобы не повредить шов. Вот чем удобен стабилизатор для вышивки. Перехожу к Морти. Начинаю с прорисовки деталей, сверяясь с оригиналом.
И точно так же зигзагом шириной 2 мм, частотой 0,5 пришиваю и вышиваю. Зрачки вручную. Зубы тоже укладываю наших друзей на законное место. Для удобства подкладываю под верхний слой футболки кусок оргстекла. На нем удобнее приметывать детали аппликации в расправленном виде. Прикрепляю косыми стежками. Осталось пристрочить зигзагом. Я немного изменяю настройки машины. Теперь ширина зигзага уже всего 1,5 мм и частота 1. Это для того, чтобы излишне не утолщать контур аппликации. Для батута я использовала два материала, черный и синий. Ножки вышила на машине. Также пришиваю его к футболке. Удаляю наметку. Мне осталось нарисовать и вышить потоки воздуха, такие завихрения, не знаю, как назвать их правильно. Срезаю весь флизелин, он свое дело сделал. Стабилизировал швы. Пусть только в швах и остается. А теперь нужно растворить стабилизатор для вышивки. По инструкции вода должна быть около 40 градусов. Замачиваю футболку в расправленном виде. Через 20 минут, не выжимая, подвешиваю на плечиках сушиться. После высыхания утюжу с изнанки. И футболка готова! Мне нравится то, что получилось, что нитки не блестят, как на готовых аппликациях из магазина. Это придает вид ручной работы. А вот мои спортсмены-вдохновители. В кадре и за кадром. Для кого все и затевалось.